Привет! Эта история кажется на первый взгляд очень простой, но подумаешь, инструктор не уследил за учеником под водой. Но чем глубже я в нее погружался, тем больше находил моментов, из-за которых хочется остановиться и разобрать каждую минуту того, что происходило. Спустя почти полгода суд наконец-то сказал прямо, это не просто несчастный случай, поэтому давайте разберемся, что там произошло, и начнем с того, где все это случилось. Итак, Патагония, Южная Аргентина, город Пуэрто-Мадрин, провинция Чубут. Место известно на весь мир своей возможностью наблюдения за китами. Формат такой. Туристы садятся на лодку или на катер, выходят в залив, и гиды подводят судно на безопасное расстояние к китам, которые в это время как раз спариваются или выращивают детенышей в спокойных водах залива. Есть даже операторы, которые предлагают экскурсию на субмарине с окнами, которые ниже ватерлинии, чтобы наблюдать за китами под водой. Это охраняемый вид, южный кит, и вся индустрия строится вокруг того, чтобы смотреть, а не охотиться. Но здесь есть еще одна важная точка притяжения. Вдоль побережья лежит целая коллекция затопленных судов, превращенных в искусственные рифы. И в заливе Гольфа-Нуэва, примерно в 900 метрах от берега, на дне лежит 70-метровое китайское рыболовецкое судно «Хушунь». В 2015 году его поймали на незаконном лове кальмаров в аргентинских водах, и 2 года оно стояло на причале под арестом. В итоге власти решили не спускать его на металлолом, а превратить в искусственный риф, новую точку для дайвинга. С судна сняли все, что могло навредить морю, и в декабре 2017 года затопили. Сейчас оно лежит на правом борту на глубине от 20 до 34 метров в зависимости от прилива. Место официально разрешенное, туда возят и новичков, и опытных дайверов. Риф привлекателен, потому что он большой и запутанный, но вместе с этим инструктору нужно постоянно держать в поле зрения всю группу. Стоит на секунду отвлечься, и тренировочная площадка превращается в ловушку. Теперь немного про погоду и время года, потому что тут тоже есть нюанс, который многие упускают. 16 февраля в южном полушарии – это разгар лета. В Пуэрто-Мадрине тепло, солнечно, температура воздуха комфортная для прогулки по набережной. Но у поверхности воды и под водой, особенно в Патагонии, картина совсем другая. Атлантика здесь холодная, даже летом, и течение приносит слои с разной температурой и прозрачностью на разных глубинах. И это принципиальный момент. Хорошая погода наверху вообще ничего не говорит о том, что происходит на глубине 25 метров. В тот день, по данным следствия, видимость под водой была очень плохой, что сильно ограничило возможность наблюдать за всей группой одновременно. То есть наверху солнце, лодка вышла в море без проблем, а под водой инструктор фактически терял из виду учеников, за которых отвечал. Кто есть кто в этой истории? Давайте познакомимся с ее участниками. Софии Девриес было 23 года. Она из Вилья-Бальестер, это пригород Буэнос-Айреса. Девушка училась на специалиста по связям с общественностью и параллельно осваивала профессию бизнес-администрирования. В жизни была активным контент-мейкером, снимала бьюти и лайфстайл ролики, много путешествовала и писала книгу коротких рассказов. С ней был ее партнер Леонардо Алонсо. Он руководитель небольшого экобизнеса по производству средств для растений. В Патагонию ребята отправились с одной конкретной целью – получить дайвинг-сертификацию. И вот здесь важный факт. За день до случившегося они оба закончили базовый курс Open Water. А на следующий день, 16 февраля, группа сразу перешла к курсу Advanced Open Water, продвинутому уровню, который открывает доступ к глубине до 30 метров вместо 18. По логике, между базой и продвинутым уровнем дайвер должен обязательно нанырять десятки часов, закрепить рефлексы в комфортных
и даже, я бы сказал, идеальных условиях. Но коммерческий дайвинг часто работает иначе. Курсы продаются пакетом, и переход от базы к продвинутому уровню происходит буквально на следующий день. Вчера человек первый раз в жизни погружался с аквалангом, а сегодня он уже идет на риф с гораздо большей глубиной и, как выяснилось, почти с нулевой видимостью. Ускоренный прогресс сам по себе не нарушение, так учат многие дайв-школы. Но именно в этой связке, когда минимум подготовки плюс сложные условия, обычно рождаются трагические цепочки. И третий человек в этой цепочке – это Тьяго Науэль Пакови. Ему 26 лет, он сертифицированный инструктор PADI, который вел группу в тот день. Молодые люди в возрасте от 22 до 30 лет составляют костяк большинства туристических дайв-центров. И это практика по всему миру. Они выносливы, полны энергии и готовы работать на сезонных контрактах. По данным источников, в тот день на лодке было от 4 до 7 человек. Но нас конкретно интересует связка инструктор, София и Леонардо, потому что именно с ними все произошло. И чтобы лучше понимать мотивы участников, стоит еще сказать пару слов о Софии. Все же для нее дайвинг не был просто случайным развлечением. Девушка уже ныряла в Колумбии и Бразилии, регулярно делясь подводными кадрами в соцсетях. Поездка в Патагонию была осознанным шагом, она ехала именно за официальным международным сертификатом. То есть перед нами не совсем случайный турист, а человек, который именно искренне увлекался процессом и хотел развиваться дальше. Это тоже ключевой момент, потому что инициатива ускорить обучение и сразу перейти на продвинутый курс часто исходит не только из-за коммерческих интересов дайв-школы, но и от таких вот мотивированных людей. Теперь давайте восстановим подводную хронологию. Причинно-следственная связь здесь выстраивается с безжалостной четкостью. Группа начинает свой спуск к судну. И почти сразу возникает первая заминка. У Леонардо не получается компенсировать давление в ушах. Это базовый маневр, который дайвер обязан повторять каждые несколько метров. Но физиология дает сбой. Лео вынужден сильно замедлиться. В этот момент целостность группы нарушается. Но инструктор и София не прерывают спуск. Они достигают дна и там ждут отставшего напарника. В этой точке события окончательно сходят с безопасных рельсов. На глубине у инструктора внезапно возникает критическая проблема с его собственным снаряжением. Отказывает компенсатор плавучести. И если вы не дайвер, сейчас будет очень короткое объяснение. Компенсатор плавучести или BCD – это такой жилет с воздушной камерой внутри. Он является главной частью экипировки и позволяет человеку оставаться под водой нейтрально плавучим, то есть не тонуть и не всплывать бесконтрольно. Если камеру не докачать воздухом, то дайвера тянет вниз, а если перекачать, то выталкивает наверх слишком быстро. То есть BCD – это такая система жизнеобеспечения наравне с регулятором, через который человек дышит. И когда у инструктора начались проблемы с этим жилетом, то по сути оставался один разумный вариант – подать сигнал всей группе и организовать контролируемый подъем. Но по версии следствия все произошло иначе. Тьяго показал жестами, что у него проблемы с компенсатором, и начал подниматься, оставив Софию одну на дне, пока ее партнер Лео все еще спускался к рифу. Оставшись одна на глубине, София начала паниковать, и в какой-то момент она вытащила регулятор изо рта. Это очень хорошо изученное явление в дайвинг-медицине, и оно объясняет то, что случилось дальше. Паника под водой работает совершенно не так, как на суше, и когда мозг воспринимает как угрозу, рациональная часть буквально отключается, и тело переходит в режим чистейшего рефлекса. Дыхание учащается и становится очень поверхностным. И вот здесь парадокс. Чем чаще и мельче дышит человек, тем сильнее в крови накапливается углекислый газ, а не кислород.
и это состояние называют гиперкапнией. Оно создает ощущение, будто воздуха не хватает, даже если баллон полон. И мозг воспринимает это как удушье, и человек начинает искать источник проблемы. Логика в панике не работает, поэтому виновным назначается то, что находится прямо во рту – регулятор. Отсюда и известный по десяткам задокументированных случаев рефлекс – вырвать загубник, сорвать маску и попытаться вдохнуть напрямую. Подоспевший к тому времени Леонардо увидел происходящее и попытался помочь по классической схеме. Дал свой запасной регулятор и начал одновременно накачивать оба компенсатора плавучести, свой и ее. Но успешно накачать ему удалось только свой, а компенсатор Софии остался наполненным частично. И они начали подъем. Но в мутной воде и панике удержать физический контакт не удалось. В итоге София осталась на глубине, а Леонардо из-за полностью накачанного жилета не смог быстро спуститься. Сам инструктор Пакови впоследствии совершил несколько попыток найти Софию, но поиски оказались безуспешными. В итоге он сам начал нуждаться в медицинской помощи. Дальше подключилась аргентинская национальная префектура и морская береговая охрана. Поиски заняли больше 2 суток, в них участвовали катера, ныряльщики спасательной службы и даже самолет-разведчик военно-морских сил. Тело девушки нашли на второй день на глубине около 20 метров, недалеко от того места, где ее видели последний раз. И вот, спустя почти 6 месяцев, прокуратура в Пуэрто-Мадрине официально открыла предварительное расследование по этому делу. Судья утвердила квалификацию как «homicidio culposo». По аргентинскому законодательству эта статья применяется, когда результат наступил из-за небрежности, некомпетентности или невыполнения обязанностей по обеспечению безопасности, но при этом без прямого умысла. Сейчас идет подготовительная стадия, прокуратура собирает показания, в том числе показания свидетелей, техническую документацию по оборудованию и запрашивает официальное руководство PADI, чтобы определить, действительно ли инструктор нарушил стандарты подготовки дайверов. Теперь важный вопрос, насколько это вообще типичная история. Статистика достаточно красноречивая. По данным о фатальных случаях в дайвинге, разделение с напарником или инструктором фигурирует примерно в 40% случаев. Проблемы именно с компенсатором плавучести встречаются в 17%, а паника под водой фигурирует в каждом 5-м эпизоде. То есть комбинация, которая произошла в Пуэрто-Мадрине, это фактически 3 самых частых фактора риска, сложившиеся в одном месте и в один день. Важно объяснить еще один момент. Зачем вообще прокуратура запрашивает руководство PADI, если правила вроде бы понятны и работают предсказуемо. То есть инструктор видит всех и реагирует моментально на любое отклонение. Но дело в том, что стандарты писались в расчете на нормальную видимость. А вот что происходит, когда видимость падает почти до нуля, прописано куда более расплывчато. И вот этот момент как раз сейчас изучает следствие. Была ли у Пакови возможность отменить спуск из-за условий и почему он этой возможностью не воспользовался? Дайвинг на 90% происходит в голове и только на 10% зависит от физики процесса. Технически отказ компенсатора – это досадная неприятность, но не глобальная проблема. Любой дайв-инструктор, прошедший обучение, знает как минимум 10 способов справиться с этой поломкой и довести группу к поверхности вместе с собой. И я не буду здесь делать выводов, а предлагаю обсудить, поговорить, так сказать, о безопасности. Напишите, что вы думаете об этом случае в комментариях. На этом все. До следующих выпусков и пока.